Вдоль берегов реки Сейм в современном Нежинском районе Черниговской области раскинулось большое село под названием Новые Млыны. В переводе с украинского слово «млын» означает «мельница». Однако в границах места расположения населенного пункта и близлежащей местности не сохранилось ни единой одноименной памятки о минувшем прошлом хлебозаготовителей. Но в составе строений новых млынов находится несколько интереснейших экземпляров старинных деревянных домов, раскрывающих историю жизни селения в далеком прошлом, покрывшегося прахом забвения. Первые упоминания о новых млынах фигурируют в писаниях первой половины XVII столетия. В 1671 году, будучи сотенным поселком Нежинского полка, новые млыны были освобождены от пошлин в отрасли переработки зерна в обмен на содержание войсковой музыки гетьмана Демьяна Многогрешного, который спустя год будет арестован в близлежащем городке под названием Батурин и передан представителям властей Московского царства. Во второй половине XVIII столетия в новых млынах действовало 13 водяных мельниц, 94 винокурни, несколько ткацких и швейных учреждений, происходило 4 ярмарки в год. Также была возведена деревянная Николаевская церковь, уникальный экземпляр деревянного зодчества, одна из самых высоких святынь на левобережной Украине, которая спустя более столетия шокирует жителей новых млынов мистическим происшествием, о котором поговорим позднее. Благодаря своему активному промышленному и торговому развитию в селе Новые Млыны находили себе дом люди разных национальностей, впоследствии образуя общины. Здание иудейского молитвенного дома, чем и являлось в прошлом, это нетипичное для общей архитектурной картины здание, сохранилось напоминанием о проживавшей в Новых Млынах еврейской общности. Небольшое двухэтажное строение расположено в самом центре села на бывшей торговой площади. Предположительная дата возведения – конец XIX столетия, начало XX. При советской власти оно было переоборудовано в Дом культуры. Однако, несмотря на внесенные изменения в конструктив строения, фасадная часть осталась фактически нетронутой. Небольшое крыльцо при входе украшено резьбленными элементами в виде волн неспадающей материи. Толстый канат с кистями на конце, который нарядно удерживает иллюзорную ткань, к сожалению, во многом разрушен то ли временем, то ли вандалами. Треугольный фронтон, капитель деревянных колонн, пилястры и двери расписаны ажурной резьбой. Примечательно то, что внутренняя часть окон второго этажа выполнена в виде звезды Давида, главного символа еврейского народа. Крыша здания завершается 3 треугольными резными сандриками. В остальном здание выглядит консервативно и непримечательно, словно скроенное на скорую руку. Радует, что эта же рука не решилась скрыть красивый узорчатый деревянный карниз под крышей, если смотреть на здание с тыльной стороны, намекающий на значительно историческое прошлое строения.
Через дорогу от Иудейского молитвенного дома находится еще одно примечательное здание, являющееся в прошлом аптекой, а ныне напрочь заброшено и находящееся в стадии разрушения. Сквозь густые заросли дикого винограда проглядываются ворота, декорированные определенно элементами схожего с молитвенным домом стиля. По контуру створки виднеется похожий канатный узор. Само здание выполнено в типовом архитектурном стиле. Село Новые Млыны долгое время было известным еврейским городком, так называемым штетлом. Интересным фактом является то, что в 1881 году здесь родился один из основателей современной литературы на иврите – литературный критик и переводчик Йосеф Хаим Бреннер, происходящий из бедной еврейской семьи, именем которого названа престижная литературная премия Израиля. В первой половине 20-го столетия в Новых Млынах произошли еврейские погромы. В промежутке с 20-х по 30-е годы того же времени большинство еврейских семей были вынуждены покинуть село из-за усиливающегося террора по национальному признаку. После окончания Второй мировой войны в селе создаются колхозы, гражданские отделения связи, открывается школа, детский сад. На базе помещичьей усадьбы образуется больница. В 90-х годах в этом лечебном учреждении пребывал пациент со странным пристрастием. Находясь в палате, он производил моления, обращаясь к стенам. Він сидить на ліжку і на простінок, про себе молиться. В 2000-х годах здание больницы сильно пострадало от пожара, и вопрос о ее восстановлении отложили на дальнюю полку, в результате чего руины здания простаивали длительных 16 лет. В 2021 году развалины больницы решили разобрать, и во внутренних стенах внезапно обнаружились иконы из старой Николаевской церкви, возведенной во второй половине XVIII столетия, разрушенной большевиками в 1930-х годах. Одна из икон датирована 1896 годом. Старожилы вспоминали, что при оборудовании больницы материалы из Николаевской церкви использовались в качестве строительных компонентов. Пациентом, молящимся на стены, был местный священник 1904 года рождения Павел Иванович Ледок, репрессированный в 1950-х годах за антисоветскую пропаганду. К сожалению, никто не прислушался к его словам, указывающим на скрытые в стенах больницы реликвии из Николаевской церкви. Павел Иванович умер в 1995 году, и, вероятно, не случись этого инцидента с созданием больницы, слова священника могли забыться за длительное время, а иконы прийти в полную негодность к моменту их обнаружения.